Доброго дня, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Кстати, подписывайтесь на мой канал, здесь будет интересно. А сегодня вновь обратимся к большой теме отношений и обсудим частую ситуацию, возникающую как в новых отношениях, так зачастую и в давно существующей паре. Рассмотрим ситуацию на реальном примере. Информация для этого примера взята из открытого источника социальной сети, поэтому дополнительного разрешения на ее использование не требуется. Итак, вот что рассказывает девушка. Встречаюсь с мужчиной, у него сын 13 лет и дочь 6 лет от первого брака. У меня детей нет. Он детей очень любит, при любой возможности забирает их к себе. Бывает так, что когда я с ним, дети тоже у него. Меня это очень напрягает. Когда ложимся спать, дочь часто приходит спать к нам, она ему говорит, что не может уснуть, и он пускает ее в нашу постель. Меня это очень бесит. Он постоянно дочь обнимает, целует, говорит, как он ее любит. И я не могу на это смотреть, внутри все просто закипает, но и ему я ничего сказать не могу, ведь это его дети. Не знаю, как быть, не понимаю, нормально ли, что у меня такая реакция на его детей и его отношение к ним. Всегда думала, что я люблю детей, вот у подруг часто сидела с детьми, дети меня любят, но конкретно его дети вот просто бесят меня и все. Таким образом девушка описывает свою ситуацию, свое состояние. Думаю, многие могли узнать в ней либо себя, или историю кого-то из знакомых. Давайте обсудим. Первое, что нужно понять, что любая ситуативно возникающая реакция человека на новые элементы и перемены в его жизни нормальна, потому что эта реакция отражает ту систему адаптации к среде, которая у человека есть вот на данный момент. Теперь перейдем непосредственно к состоянию девушки. Безусловно, я выскажу лишь один из возможных сценариев, могут быть и другие, однако именно этот вариант статистически наиболее распространенный. Если бы я работал с этой девушкой, то начал бы именно с него. Итак, дело в том, что ее состояние вызвано весьма вероятно не детьми как таковыми, а тем, что эта девушка конкурирует с ними, то есть находится в психологической позиции роли не женщины для своего мужчины, а в позиции дочери, ну, то есть еще одной дочери, бессознательно ожидая от него отцовского поведения, когда она для него в приоритете. Ну и, конечно же, ей как дочери не нужны соперники за внимание отца. И вот то, как работает этот самый механизм конкуренции и борьбу за отца, легко увидеть в словах самой же девушки. Потому что как раз-таки его реальная дочь, маленькая, 6-летняя, тоже конкурирует. В частности, когда идет к ним спать, когда провоцирует отца на объятия, на слова любви, на поцелуи. Но для нее-то это нормально, она ведь ребенок, а он ее отец. А вот для девушки, которая состоит в отношениях с этим мужчиной, как конкуренция с его детьми, так и нахождение в психологической роли ребенка нормальным не является. И как раз в заключение скажу, что же делать этой девушке в сложившейся ситуации. Ответ на вопрос, что делать, как просто прозвучит, так же сложно, вот, в общем-то, он реализуется. Ей имеет смысл поработать над коррекцией своей системы адаптации и все-таки в отношениях всегда оставаться в позиции женщины. У дочери и женщины, ну или любовницы, разные функции, цели и задачи. Ну, в здоровом варианте, конечно. Так что если все занимают свои места, то конкуренции априори быть не может здесь. Чтобы перестроить свою систему адаптации с неэффективной конкурирующей модели на модель, соответствующую месту и роли человека в отношениях, потребуется время на выработку навыка. Можно ли весь процесс пройти самостоятельно? Ну, в принципе, да, но для этого потребуются волевые усилия, время, пробы и ошибки, конечно же, расширение информированности по вопросу устройства пары как системы. Поэтому вот для экономии времени и для избегания ненужных ошибок наиболее рекомендовано в такой ситуации обращение к специалисту. Ну, я психолога имею в виду.
Ну и вот на этой ноте будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!